Жаропонижающие препараты не лечат болезни, а лишь устраняют их последствия. Однако они являются первыми помощниками в борьбе с вирусными инфекциями и простудами. В этом выпуске мы с вами обсудим наиболее популярные жаропонижающие средства для взрослых. Здравствуйте, мои хорошие! Почему может повыситься температура у взрослого? Причин для повышения температуры может быть много. Все их можно разделить на группы: инфекционные, вызванные вирусными инфекциями, грипп, коронавирус, ОРВИ, кишечные вирусные инфекции, инфекции, вызванные микробной флорой, ангины, фарингиты, бронхиты, пневмонии, кишечные инфекции, воспаление кожи. Послеоперационные осложнения, последствия травм с воспалением, инфицированием тканей, соматические воспалительные заболевания, аутоиммунные процессы, раковые поражения. Кроме того, причинами повышения температуры могут быть перегревание тела, нарушение обмена веществ, эндокринные расстройства и прием некоторых видов лекарств. Первое, что мы вспоминаем, когда измеряем температуру и обнаруживаем ее повышение, это жаропонижающие средства. Они продаются в аптеках без рецепта и помогают снизить температуру, нормализовать общее состояние. Но всегда ли нужны таблетки от температуры для взрослых и как правильно их применять? Какие препараты стоит выбирать? Повышение температуры тела происходит в результате выделения в кровь при воспалительных процессах особых веществ – пирогенов. Они влияют на обменные процессы, стимулируют особый центр головного мозга в гипоталамусе на увеличение производства тепла и разогрев тела. Помимо лихорадки возникают и другие неприятные симптомы – озноб и мышечная дрожь, головная боль, слабость. Все они последствия изменения активности метаболизма по производству тепла и энергии. Показания к применению жаропонижающих средств просты. Пересечение границы градусника плюс 38,5 у взрослого человека, плюс 38 у ребенка. К детям нужно быть более внимательными при наличии у малыша проблем с сердцем и легкими, при гипоксии, нарушении обмена веществ, плохой переносимости повышенной температуры и судорог в прошлом. Стоит отслеживать состояние ребенка и начинать лечение уже при 37-37,5 градусах. Препараты жаропонижающего действия делят на две категории. Антипиретики. У них выражен жаропонижающий, есть слабо болеутоляющий эффект, но практически нет влияния на воспаление. Это препараты на основе парацетамола. Нестероидные противовоспалительные средства – это препараты, которые обладают противовоспалительным эффектом и заодно уменьшают боль и температуру. Самым известным в этой группе считается аспирин, но он имеет много побочных эффектов, и его хотя и применяют при повышенной температуре тела, но сегодня есть масса более безопасных и не менее эффективных альтернатив. Наиболее выраженным жаропонижающим эффектом в этой же группе обладает ибупрофен. Сегодня на полках аптек большой выбор лекарственных препаратов от разных фирм, среди которых достаточно сложно потеряться. Давайте перейдем к главной теме этого выпуска и обсудим самые часто назначаемые жаропонижающие средства для взрослых. Парацетамол. Таблетки парацетамола с одноименным действующим веществом, у некоторых производителей есть капсулы, сиропы, суспензии, ректальные свечи, продаются без рецепта врача. Они доступны и относительно безопасны. Эффективно снижают температуру при острых вирусных инфекциях. Не обладают противовоспалительным эффектом, поэтому менее эффективны для облегчения состояния при микробных инфекциях. Умеренно устраняют головную боль и недомогание. С момента приема таблетки температура снижается через 30-40 минут и эффект сохраняется до 4-6 часов. Безопасен для практически всех групп населения, включая беременных и кормящих, за исключением людей с тяжелыми поражениями печени и хронических алкоголиков. Парацетамол несовместим с алкоголем, проявляет токсический эффект. Принимается только при высокой температуре. Нельзя принимать с профилактическими целями или курсом. Может привести к сильной потливости и временной гипотермии с недомоганием и сонливостью. Его нельзя принимать людям, которые водят автомобиль или заняты деятельностью, требующей предельной концентрации. Нурофен. Помимо таблеток, имеет форму выпуска в виде капсул или сиропа.
Отпускается без рецепта врача. Основное действующее вещество – нестероидное противовоспалительное средство ибупрофен. Обладает мощным жаропонижающим эффектом, который начинается спустя 20 минут с момента приема. Сохраняется до 8 часов. Помимо лихорадки, препарат устраняет болезненность мышц и головные боли, уменьшает заложенность носа, обладая противовоспалительным и обезболивающим эффектами. Поэтому его рекомендуют принимать при микробных инфекциях и обострении хронических воспалительных процессов. Эффективен и при лихорадке вирусного происхождения. Имеет ряд противопоказаний, среди которых аллергия к ибупрофену и другим нестероидным противовоспалительным средствам. Проблемы с пищеварением, включая гастрит и язву, проблемы с почками и печенью. Препарат несовместим с алкоголем. Нельзя принимать при непереносимости фруктозы. Нельзя принимать людям, которые водят автомобиль или заняты деятельностью, требующей предельной концентрации. С осторожностью нурофен принимают при беременности, только в случае крайней необходимости. Ибуклин. Препарат комбинированного действия объединяет в себе парацетамол и ибупрофен. Продается без рецепта, объединяет в себе достоинства двух препаратов по снижению лихорадки и облегчению простудных воспалительных симптомов. Препарат обладает быстрым эффектом, температура начинает снижаться уже через 20-30 минут. Характеризуется длительным и выраженным жаропонижающим эффектом, длящимся до 6-8 часов. Устраняет недомогание и болезненность мышц. Противопоказания к приему – проблемы печени и почек, заболевания пищеварения, особенно язвенные поражения и гастриты. Запрещен при вождении транспорта и необходимости предельной концентрации. Несовместим с алкоголем. Ринза – препарат в таблетках, обладающий комплексным противопростудным эффектом за счет своего состава. Кофеин помогает усилить эффект жаропонижающего компонента, стимулирует обменные процессы. Парацетамол снижает температуру и уменьшает болезненность мышц. Фенилэфрин уменьшает отечность слизистых и заложенность носа. Хлорфенамин обладает антигистаминным эффектом, снимает отек и воспаление. За счет такого состава уменьшаются симптомы простуды на срок до 12 часов. Противопоказан беременным, людям с гипертонией и атеросклерозом, диабетикам, принимающим антидепрессанты, имеющим проблемы с почками и печенью, несовместим с алкоголем. На фоне приема ринза не стоит садиться за руль, обладает слабым седативным эффектом. Аспирин имеет много форм от обычных таблеток до шипучих растворимых. Относится к группе нестероидных противовоспалительных средств. Действующее вещество – ацетилсалициловая кислота. Обладает мощным жаропонижающим и обезболивающим эффектом. Препарат имеет выраженный эффект, наступающий с 15-20 минуты, особенно у шипучих форм, и длится до 6 часов. Однако часто провоцирует аллергию, запрещен астматикам и аллергикам, людям с проблемами пищеварения, поражением печени. При приеме возможна боль в желудке, изжога, тошнота. Несовместим с алкоголем. Нельзя давать детям до 15 лет. Не стоит принимать при беременности. Может привести к опасным кровотечениям. Как выбрать таблетки от температуры для взрослых? Самый правильный выбор – это врачебный. И препараты для понижения температуры в идеале должен порекомендовать врач. Но резкое повышение температуры зачастую застает врасплох, и до врача еще нужно добраться. А для этого нужно предварительно улучшить свое состояние. Чтобы правильно подобрать жаропонижающее, следует знать свой анамнез, поскольку практически все лекарства имеют противопоказания. Внимательно читать состав препарата. Изучить противопоказания и возможные побочные действия. Не вестись на красивую рекламу. Зачастую дорогостоящие средства обладают крайне негативными последствиями и содержат малоэффективные компоненты. Не консультироваться с друзьями и знакомыми. Для этого есть врачи. Самостоятельный выбор и прием жаропонижающих средств допустим, если состояние относительно стабильное. Но в любом случае, учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую обстановку, желателен осмотр врача. И не забывайте, жаропонижающий нельзя принимать более 3 дней подряд без контроля лечащего врача. А на этом на сегодня все.
Ссылку на использованный при создании видеоматериал вы можете найти ниже в описании. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!